Мужчина никогда не скажет вам этого, но вам, милые мои дамы, обязательно нужно это знать. Знать это очень полезно для построения хороших отношений с мужчинами, для того, чтобы легче решать с ними конфликты. А не скажет вам это мужчина по одной простой причине. Потому что большинство мужчин сами в себе этого не замечают. Поговорим о мужских страхах. Мужчина – это точно такой же живой человек с точно такой же нервной эмоциональной системой, как и женщина. И, естественно, любой мужчина периодически тоже чувствует страх, тревогу, беспомощность. И большинство мужчин не замечают эти чувства, потому что с детства социум буквально давит на них. Ты мальчик, не плачь. Ты мальчик, ты должен быть смелым. Ты мальчик, тебе нельзя бояться. И мужчина вырастает с этим грузом давления на своих плечах, становится взрослым мужчиной и пробует этому соответствовать. И поэтому страх у мужчин под запретом. Но как бы мужчинам не запрещали бояться, они все равно периодически это чувствуют. И тогда мужчина, который сам не распознает свой страх, о котором сказать нельзя, который нужно скрывать этот страх, как он будет себя вести с вами в отношениях? Например, когда вы ругаетесь, и ему что-то страшно, он будет блокировать это внутри себя. И тогда он будет от вас закрываться, потому что у него внутри есть что-то в этот момент, что от вас нужно скрывать. И все, коммуникация нарушена. Но мы же с вами мудрые женщины, что мы будем с этим делать? Задача в разговоре дать понять мужчине, что страх – это нормально. И самое главное, не ждать от него того, что он признается в том, что он боится. Это не нужно. Для того, чтобы легче построить разговор, легче решить конфликты, легче о чем-то договориться, достаточно просто несколько раз, знаете, такое вкрапление сделать в разговор фраз вроде: «Ты знаешь, в этой ситуации любой бы человек испытывал очень сильный страх». И дальше начали говорить, как вы обычно говорите. Не нужно ждать от мужчины, что он прям вот вам всю душу раскроет про это. То есть нет такой задачи, в этом нет необходимости. Достаточно, чтобы вы просто в разговоре помогали ему тем всего лишь, что будете периодически вставлять слова о том, что испугаться в такой ситуации нормально. Чувствовать себя беспомощным, когда ты потерял, например, работу, нормально. У тебя что-то не получится, это нормально. Просто вкрапление этих слов. Я надеюсь, что я достаточно понятно объяснила, но не знаю, если что-то непонятно, пожалуйста, смело задавайте вопросы. Комментарии для вас внизу открыты, я периодически захожу, читаю все комментарии абсолютно и стараюсь вам отвечать. Ставьте лайк, если досмотрели до конца, пишите, попробуете ли это применить в отношениях, и подписывайтесь на канал. До встречи в следующих видео.